Мерцающий свет из коридора проливался сквозь решетки, отбрасывая на стены камеры тени, похожие на когти. Тюремщик медленно подошел к решетке и открыл ее, громко щелкнув ключом. «Все, Калеб, время пришло», — сказал он глухим, почти безжизненным голосом. Калеб Нолан медленно поднял голову. Его руки были скованы тяжелыми наручниками, а лицо покрывали глубокие морщины. Следы 6 лет одиночества, тревог и молчаливой борьбы в камере смертников тюрьмы Блэк-Бенч, затерянной в северных горах Аризоны. Но в глазах Калеба не было страха, лишь стальная решимость. Он давно принял реальность, и в этой реальности у него оставалась только одна просьба. «У меня есть последнее желание», — произнес он сдержанно. «Я хочу увидеть Хейла». Тюремщик нахмурился. «Хейла? Моего пса», — объяснил Калеб. Это было неожиданно. Обычно заключенные просили любимую еду, старые пластинки, звонки семье, но собака? «Я уточню», — пробормотал охранник и вышел, оставив Калеба в полумраке. Калеб опустил голову, закрыл глаза. И тут же перед его внутренним взором появился Хейл. Огромный кобель немецкой овчарки с ясными глазами и спокойным, почти философским взглядом. Он вспомнил, как однажды в самую черную ночь забрал из приюта замершего щенка, который прятался в углу клетки. Тогда он не знал, спасает ли пса, или тот спасает его. Прошло 6 лет. Все изменилось. Но не Хейл. В 400 километрах от тюрьмы, в городке Винтер-Крик, в штате Юта, в старом деревянном доме раздался звонок. Эмма Лоури, ветеринар, вытянулась с дивана, где она задремала под сериал, и потянулась к трубке. «Мисс Лоури, это Джон Риверс. Я начальник тюрьмы Блэк-Бенч. Речь о Калебе Нолане. Он попросил увидеть свою собаку. Мы знаем, что сейчас она у вас», — сказал мужчина. Эмма встала. Сердце забилось быстрее. За эти годы она получила от Калеба десятки писем. Она знала, что он невиновен. Читала между строк его боль, его достоинство, его отказ сдаться. Она знала, он не сломался. Она верила в него. «Он хочет видеть Хейла?» — переспросила она. «Да, это его последнее желание перед казнью», — объяснил мужчина. Эмма крепче жала трубку, а затем ответила. «Я привезу его. Дайте мне 1 час». Она бросилась в комнату, где обычно спал Хейл, но его не было. Она крикнула, проверила входную дверь, заперта. Но окно веранды было открыто. На полу лежал порванный кусок поводка. Эмма застыла. Паника сжала ее горло. Она схватила телефон, который давно пылился без звонков, и набрала номер. «Джек, это Эмма. Мне нужна твоя помощь. Это касается Калеба и Хейла». На другом конце была тишина. Потом глухой голос. «Я в пути». 20 минут спустя черный пикап с глухими тонированными стеклами затормозил перед ее домом. Из него вышел высокий мужчина в кожаной куртке. Лицо холодное, нос дважды сломан, глаза, как у охотника. Это был Джек Брайс, бывший агент, бывший друг. «Рассказывай», — бросил он. Эмма начала. Окно на веранде было открыто, поводок порван. Его украли, они знали, когда прийти, а Калебу остались часы жизни. Джек выругался и сразу достал телефон. «Кай, мне нужно, чтобы ты нашел, кто вчера был возле дома Лоури. Пропала собака. Непростая. Это пес Нолана». Эмма вспоминала. Накануне вечером она видела, как черный внедорожник проехал мимо дома дважды. Ей это показалось странным, но тогда она не придала этому значения. Джек кивнул. «Тогда у нас есть зацепка». Тем временем в заброшенном промышленном районе Солт-Лейк-Сити на холодном складе Хейл дергал цепь, прикрепленную к шее.
Пес рычал, но не скулил. Он чувствовал что-то не так. Он чувствовал, что хозяину угрожает беда. В углу стояли двое. Один в сером пальто с сигаретой, другой с ледяным взглядом и пистолетом на поясе. «Красивый пес», — усмехнулся первый. «Жаль, что оказался не в том месте. Нам велели его не трогать, только изолировать. Все зависит от того, что решит сделать Нолан», — ответил второй. На другом конце штата Джек и Эмма ехали на высокой скорости по шоссе. Она держала фотографию Хейла. Джек перезванивал своим людям. Один из них, Мейсон, сообщил: «Пса видели. На складе у старого терминала порта». «Это ловушка?» — спросила Эмма. «Может быть. Но если мы не пойдем туда, Калеб не увидит его», — ответил Джек. Они приехали под утро. Туман стелился по асфальту. Ветер гонял бумажные пакеты, звенела арматура. Джек достал пистолет, Эмма — старую металлическую трубу. Внутри здания были силуэты. Они разделились. Джек отвлек охрану, шумом выбив одного с удара. Эмма пробралась внутрь. Хейл залаял, услышав ее. Мужчина с пистолетом навел оружие на пса. Еще шаг, и он труп. Но Джек был уже позади него. Ты точно не знаешь, с кем связался. 1 секунда, и пес рванулся. Цепь оборвалась. Хейл сбил врага с ног. «Мы берем его с собой», — сказал Джек. «Калебу нужны ответы». Фургон с Калебом мчался по дороге. Начальник тюрьмы был рядом. Мне поступил звонок сверху. «Федеральные. Сказали оказать содействие. Что-то нашли. Кажется, вашу собаку». Калеб замер. «Он жив?» «Вроде как. Едем туда». Когда фургон остановился, Калеб вышел и услышал знакомый лай. Его сердце сжалось. И тут теплое тяжелое тело сбило его с ног. Мокрый нос, дрожь, радость. Хейл был здесь. Он обнял его, как ребенка. «Ты вернулся. Ты спас меня, мальчик». Позже связанный пленник сидел перед Калебом. Джек держал его на мушке, Эмма рядом с рукой на шее Хейла. «Говори, почему вы украли его?» Мужчина рассмеялся. «Этот пес, он хранил флешку. Под ошейником. Ты же сам ее туда спрятал. Но не знал, что она может все изменить». Калеб нащупал и нашел. Маленькая, почти невидимая флешка. Его сердце застучало. Что на ней? Переводы, договоры, документы, которые могут снести целую корпорацию. Тебя подставили, потому что ты знал слишком много. Кто? Тишина. Выстрел. Это был снайпер. Пуля. Через стекло, и мужчина рухнул. «Нам нужно уходить!» — крикнула Эмма. На следующий день по всем каналам Калеб Нолан полностью оправдан. Утечка данных раскрыла масштабную коррупцию среди крупных корпораций и политиков. Его собака сыграла ключевую роль в разоблачении. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.